Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Лилии Шапкуновой. Она прислала к нам свою просьбу в группе в Одноклассниках. Посмотрите, какой интересный узор с листьями. Я такого узора не встречала. Лилия прислала к нам фотографию, источник которой мы не смогли найти в интернете. И я выставила просьбу помочь найти схему этого узора в нашу группу ВКонтакте. И было много споров. Это вязание машинное или спицами. Чтобы сделать схему этого узора, нужно его перевернуть. На фото узор перевернутый. В общем, спорили девочки, спорили. А наша любимая Арин Близзард взяла и нарисовала схему. Мы уже вязали много узоров по ее схемам. Она рисует схемы по фото узора, она переводит описание практически с любого языка. Ссылку на ее группу ВКонтакте смотрите под этим роликом. И также ссылки под этим роликом будут на наши мастер-классы по ее схемам. Посмотрите. Зайдите к ней в группу, поблагодарите, подпишитесь. Вот ее схема. Она составлена для кругового вязания. Чтобы вязать по кругу, нужно все ряды читать на схеме справа налево и вязать все ряды лицевыми. Мы будем вязать сейчас поворотным вязанием. Нечетные ряды у нас будут лицевые, мы читаем их справа налево, а четные ряды мы будем вязать и читать их слева направо. И условные обозначения в них мы будем читать наоборот. Вот второй ряд, вот отсюда мы начнем вязание. 2 лицевые нарисованы. Мы будем вязать их изнаночными. Раппорт узора составляет 16 петель. Если вы вяжете по кругу, вы набираете нужное количество раппортов по 16 петель. При поворотном вязании мы добавляем еще 17 петель для симметрии узора. И эти 17 петель мы разделяем. 8 петель мы вяжем перед раппортом. Затем провязываем нужное количество раппортов по 16 петель. И в конце ряда еще вяжем 9 петель для симметрии узора. И высоту у нас раппорт узора 16 рядов. Листья располагаются в шахматном порядке. Набираем на спицы 35 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем лицевую петлю, делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, 3 петли нужно провязать вместе так, чтобы сверху была средняя петля. Для этого мы вторую петлю выставляем на первое место, вот меняем местами первую и вторую петлю, и провязываем 3 вместе лицевой. Средняя петля у нас по центру. Далее 3 лицевых, делаем накид, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Затем накид, лицевая, накид. И 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Изнаночная петля, накид, 3 лицевых. Закончили раппорт узора. Я тут не показала начало раппорта, вернее не обозначила, но на схеме вам хорошо видно. И вяжем петли после раппорта. Снова вяжем 3 вместе лицевой, средняя петля выставляется по центру. 3 лицевых, делаем накид, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном
в левую сторону, делаем накид и 1 лицевая петля в конце ряда. Второй изнаночный ряд. 2 изнаночные, не забыли, что петли наоборот читаем, 3 лицевые, 7 изнаночных, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых и 2 изнаночных. Третий лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, и мне нужно петли развернуть для того, чтобы провязать их с наклоном в правую сторону. Делаем накид, 1 лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, снова 3 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, лицевая, накид, снова 3 петли провязываем вместе лицевой, выставляем среднюю петлю по центру, делаем накид, 1 лицевая, 2 изнаночных, делаем накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Вот такой третий ряд. Четвертый изнаночный ряд провязываем 3 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Пятый лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 изнаночных, накид, лицевая, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, 1 лицевая, накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая, снова 3 вместе провязываем лицевой, выставляем по центру среднюю петлю, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, делаем накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, лицевая, накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Шестой изнаночный ряд.
4 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых и 4 изнаночных. Седьмой лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых. Делаем накид, 1 лицевая, 2 изнаночных. Делаем накид. Теперь нам нужно 3 петли провязать вместе изнаночной петлей. Вот кто вяжет классикой, просто провязывайте изнаночные и все. А я вяжу бабушкиными петлями, мне нужно развернуть для этого петли. Вот если я вот так вот провяжу, ну вот это будет неправильно. Вы попробуйте, вы сами поймете. Просто петли подсказывают, что их нужно развернуть. Вот. 3 вместе провязали вместе изнаночной петлей. Делаем накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, 2 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевых, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, снова провязываем 3 вместе лицевой, изнаночной петлей. Делаем накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 изнаночный ряд, 5 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых и 5 изнаночных. 9 лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном в левую сторону. Вот я разворачиваю лицевую петлю. Видите, у меня петли лежат разными стенками. Я разворачиваю, чтобы они одинаково лежали. И меняем местами петли вот так, чтобы вторая сзади вогнула. Встала на первое место. И провязываем 2 вместе изнаночные с наклоном влево. Далее будет накид, лицевая, накид. 2 вместе провязываем простой изнаночный. Здесь я тоже разворачиваю петлю, чтобы они лежали одинаковыми стенками. И провязываем просто 2 вместе изнаночные. Далее будет 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, чтобы средняя петля была по центру, 3 лицевых, накид
изнаночная. И снова 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном влево, меняем петли местами. Делаем накид, 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе провязываем обычной изнаночной, изнаночная, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 10 изнаночный ряд, 4 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых и 4 изнаночных. Вот провязали 10 рядов, и уже хорошо видны вот эти вот рельефные листики. Вот начало. Он у нас по центру будет. И по половине листочков по краям. Вот, согласитесь, необычный листочек. 11 лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая. Делаем накид. 3 петли провязываем вместе лицевой, средняя петля по центру. Накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевых, накид, 2 изнаночных, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, среднюю петлю выставляем по центру, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 12 изнаночный ряд, 3 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Тринадцатый лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. 1 лицевая. Делаем накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, лицевая, накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая, снова 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево.
14 изнаночный ряд, 2 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых и 2 изнаночных. 15 лицевой ряд, 2 вместе провязываем простой изнаночной, делаем накид, 2 изнаночных, 1 лицевая, накид, 2 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой, среднюю петлю выставляем по центру. Далее будет 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, 3 вместе провязываем изнаночной петлей, накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, 2 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночных, делаем накид и 2 петли провязываем вместе изнаночной с наклоном в левую сторону. Вот так. 16 изнаночный ряд — это последний ряд раппорта. Лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 9 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. Посмотрите, провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту, и вот у нас получается вот такой красивый узор с интересными листьями. Один лист мы вывязали, и вот 2 уже листочка начинаются в шахматном порядке. Половина листочков уже вывязана. Очень-очень интересный узор, когда связано много раппортов. Я сделала ВТО, но, может быть, недостаточно. Я побоялась, что у меня листья разгладятся и будут плоскими, не будут они такими рельефными. Мне нравятся края у этих листочков с этими ажурными дырочками, вот такие вот. Я побоялась их разгладить. Давайте скажем спасибо Лидии Шипкуновой за идею мастер-класса и Iron Blizzard за схему узора. Замечательный узор. Ставьте лайки, если он вам понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!